Мы летим в Германию, во Франкфурт. Дамы и господа, говорит командир корабля, наш полет завершен. Идем покорять Франкфурт. Фантастические лабиринты. Не трогайте. Я молод и свеж. Я так понял, на 15-м? Честная первая посадка в BMW i8. Я дверь уже открывал, я видел, что здесь будет не так просто все, но еще не пробовал ни разу, поэтому вот сейчас получится так, как получится. Ну да, маленько неудобно. Береги голову. Значит, сегодня мы будем нарушать, разрушать, ну или подтверждать мифы и легенды о немецких дорогах, о немецких автомобилях, о немецком дрэг-рейсинге. Сейчас мы перемещаемся по Франкфурту, у нас BMW i8, и надо сказать, что дороги во Франкфурте далеко не те, как рассказывают в сказках, что здесь все ровно, красиво и чисто. Очень ровные дороги, вот трясет все. Это мы переезжали трамвайные пути. Сейчас мы собираемся выезжать на трассу. Надеюсь, там будет участок без ограничения скорости, где можно будет эту старушку BMW i8 немножко раскочегарить. В ней заявлена максимальная скорость 250 км в час. Ты понимаешь, да, что мы не можем не проверить на абсолютно законных основаниях это заявление? Я готов. То есть ты готов проверить? На мне голубой ремень безопасности, я готов. В общем, Егор, я тебе расскажу следующую вещь. Когда выпустили BMW i8, была некая идея, то есть 4 посадочных места, 4 секунды до 100 и 4 литра на 100 километров. По поводу пункта номер 1 про 4 места, я сразу могу сказать вам, что это такой гон. Здесь сзади места меньше, чем 911. Там не то, что человек не сядет, там сумка с ноутбуком едва размещается. Поэтому 4 места, давай до свидания. Суммарная мощность электродвигателя и бензинового двигателя примерно 360 лошадиных сил. Но это, надо понимать, что это не перманентная мощность. Спасибо, Егор, что включил это. Да, поскольку суммарная... Что она включается. Поскольку суммарная... Еще разок. Да, не, все нормально. Поскольку суммарная мощность... Прости. А? Мы наслались друг на дружку. Все, ты наслаивался? А ты включил? Да, я включил, еще давным-давно я включил. Вчера включил. Я еще вчера включил, реально, там такие вещи записаны. Значит, еще раз, здесь есть совокупная мощность бензинового двигателя и двигателя электрического. Суммарная мощность в районе 360 лошадиных сил, из которых 230 развивается, 231 лошадь, если быть точным, развивается маленьким бензиновым мотором. И когда я говорю маленький, это абсолютно буквально, потому что в нем 1,5 литра и 3 гребаных цилиндра. Если бы не турбина, я не знаю вообще, как они вытащили бы 231 лошадь. И, соответственно, электромотор мощностью 130 сил. Суммарно 360. Но нужно понимать, что бензиновая мощность есть всегда, а электронная есть только тогда, когда батарейки заряжены. То есть хватит ли нам времени, пока не умерли батарейки, разогнаться до 250 км в час? Это мы сейчас проверим. То есть он совместно использует бензиновый и электрический? Да, ну если ты толкаешься в пробке, если заряжены батарейки, то он использует, соответственно, электрический двигатель. С точки зрения того, что бензин потребляется в самом большом количестве именно в момент трогания с места, это если не говорить о каких-то гонках и так далее, я имею в виду просто размеренную езду, самое большое потребление бензина на первой-второй передаче, когда машина трогается. Соответственно, в эти моменты он заменяет электрическим двигателем бензиновый и трогается в пробках за счет электрической тяги. Это очень удобно, потому что бензин экономится, а для батарейки это легко.
Соответственно, как только ты там выезжаешь куда-нибудь, нажимаешь газ в пол, сразу включается бензиновый двигатель. Более того, у них есть промежуточный ограничитель скорости. До 123 км в час ты можешь разогнаться исключительно на электронной тяге. Это возможно. У нас ограничение уже 100. Ага. Чувствуешь, да? Появляется жизнь. Появляется жизнь. Вообще душновато. Ну да, учитывая... Может, она и появляется? Я не знаю, у кого что-то... А я знаю почему. Я знаю, скорее всего, почему. Потому что режим кондиционирования, где он включается? Слушай, странно. Во! Вот сейчас должно быть хорошо. Все, пошло холодное. Все, пошла. Вот сейчас заживем! Ну, слушай, управляться-то он должен хотя бы нормально. Главное тут не приехать кого-нибудь. Управляется поинтереснее, чем Tesla. Это да. А в Так. чем интереснее она управляется? Ну, она лучше стоит на дороге, подвеска поинтереснее. Проблема в том, что Tesla весит 2,3 тонны. Это масса огромного кроссовера. Когда тебе надо остановиться на Тесле, ты сталкиваешься с тем, что тормозов нет. Когда тебе надо повернуть на Тесле, ты сталкиваешься с тем, что законы физики не обмануть. То есть машина весит много, там нет именно ДВС, и там центр тяжести получается низким. Но никакой низкий центр тяжести не нивелирует массу 2,3 тонны. Поэтому Tesla, к сожалению, и управляемость, они находятся на северном и южном полушарии. В Северной и Южной Корее. Ну, чтобы понятнее было, да, насколько они не хотят быть рядом. Вроде бы рядом, да? Но не Да, хотят. вот, понимаешь? Вот. Понимаю. Урок геополитики от Куравлевского. Да. Очень удобно, когда ты что-то маленькое знаешь, рассказываешь это с умным видом, и люди думают, о, он, наверное, еще что-то знает. Нет, не знаю, но знаю, как что-то... Стоп, прямо, все нормально. Нет ограничений. Слышишь этот звук? Это звук из колонок, это не звук мотора. Гребаные лицемеры. Ненавижу просто звук из колонок, это ужас, это позор. А ты слышал, как звучит электродвигатель? Или он никак не звучит? Никак не... Да, если ты слышишь шум шин, шум, ну, звук воздуха, который прорезается автомобилем, но ты не слышишь ничего. У тебя часть эмоций, часть удовольствия, ну, оно пропадает, потому что настолько у нас в голове сидит стереотип того, что во время мощного ускорения должен быть соответствующий звук, что когда этого звука нет, кажется, что и ускорение не такое быстрое, но оно на самом деле быстрое. Ну, то есть это какой-то такой... Это как гром без молнии, молния без... Да, это хорошее сравнение. Урок сравнения от Егора Воронина. В пол. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. Я пытаюсь сейчас согнать машину, пока сбросил газ. Работаю дальним светом. Так, поехали дальше. 220. 225. 230. 235. 240. Ну, не уступают мне дорогу, к сожалению. Не понимает, что я еду 240, что приехал Гурам, который хочет раскочегарить i8 до 250. Простите, я забыл сделать очень важное. Вообще, мне очень нравится селектор BMW, вот этот старого образца. Объясняю почему. Потому что, чтобы включить в нем спорт-режим, нужно сделать движение, схожее с движением, когда вы похлопываете по попе свою любимую подружку. Смотри. Опа! И она в спорт-режиме. Ты мягенькая. Но я на самом деле даже сильно, потому что она отлетела обратно. То есть вот так, оп, спорт-режим. У меня все покраснело здесь, смотри, приборы стали красные. Сразу спорт, звук из... Оба, комфорт, синенькое, да. Переключаю в спорт, хлопнул свою подружку по попе, и у нас все красное. Что-то поменялось? Ничего не поменялось. У вас все так же идет звук из колонок, у вас все так же 360 лошадиных сил совокупной мощности, у вас все так же впереди задача проехать 250 км в час. О! У нас что, V8? Нет, у нас на самом деле колонки Bang & Olufsen. Все, поехали.
170, 180, 190, 200, 200. Я моргаю дальним. Освободите дорогу. Летит BMW i8 с коллективом Drag Times. Нет, к сожалению, пока что не позволяют нам ехать. Вот реально сейчас кто-то, вот какой-то адский тихоход спереди едет. Потому что мы снизили скорость до 90 км в час, хотя до этого ехали 190. Ну зачем на трассе, которая без ограничения скорости, в левом ряду тормозить поток? Вот за это надо ввести физическое наказание на месте. То есть, знаешь, вот... Порка, да. Да, порка. Просто выходишь, по-дедовски снимаешь ремень и говоришь: ехал в левом ряду 90 на трассе, где нет ограничения скорости. Он с дрожащим голосом: ехал. Бах! Все. Метод физического воздействия на людей один из самых действенных. Не самый гуманный, но один из самых действенных. Ну все, дождик пошел, придется на обратном пути ночью ехать 250. Гонок не будет, ты понимаешь? Не факт. Если сейчас будет небольшой дождик, то у них есть специальная техника, которая поможет просушить трассу. Да, кстати, друзья, мы на самом деле помимо тест-драйва едем на самом деле на важное мероприятие. У нас впереди ждет этап чемпионата Европы по дрэг-рейсингу, самый серьезный, самый крутой, на трассе Хокенхайм. Да, Андрей, мы едем. Нам еще 60 километров. Да. О, я знаю, какую песню надо включить. Поскольку мы в Германии. Мы не в Кёльне, конечно, но все равно. Короче, мы видели море, видели горы. Всех пора с бухты, барахты. Немцам уже пора кричать «Ахтунг!». Ты знаешь немецкий? Учил полгода. Hello? Окей. Нет, у нас VIP-парковка, по идее, она ближняя, наоборот. Знаешь, что? Нас все пальцами показывают. Мы проезжаем, все такие: о, это BMW. Не, это Гурам. Да, это Гурам. Да, кстати, я забыл упомянуть интересный факт. 70 тысяч зрителей должны быть сегодня на мероприятии. 70 тысяч человек. И проблема в том, что дождь. Смотрите, показывает что-то нужно. Мы узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами. Вылезем. Where we can enter with this kind of tickets? Next, and left, Okay. the elevator. Okay, thank you very much. Okay. Что, тебя досмотрели? Да, тебя сейчас тоже досмотрят. Держи. I need to show, yeah? You take the wristband and then I show. A lot of stuff. Open, but we must look. Okay, I can open. It's okay. Ну что, теперь ты меня снимаешь? Давай. В общем, нам надо подняться на 4-й этаж. Сейчас досвистится, выключить. Сейчас у меня кто-то досвистится. Hello? Не уверен, что это именно та самая вип-зона, про которую нам говорили. Как минимум, я не вижу здесь бесплатной еды. We have this kind of tickets where we need to go. You need to go. Okay, then. How allowed ticket? First class. And this is... First. Okay, thank you very much. Мы не доехали просто. Здесь кто-то, видимо, вызвал лифт. О, вот это уже мне нравится. Hello? Hello. Так, ты видишь где-нибудь наш? Just a few information that I have to give you. В общем, нам рассказали программу, то, что у нас зеленый свет практически везде. Единственное, что мы не можем сделать, выходить на дрэгстрип во время заезда. А в остальные зоны у нас доступ есть. У нас зона, включающая в себя бесплатное питание, бесплатные напитки. Это что-то типа пада-клуба на Unlimited 500+. Те, кто бывал, я думаю, знают, о чем речь. Посмотрим, какая у них здесь еда. Но на самом деле мы сюда приехали не за едой, а немножко за другим, за топ-фьюлами, за быстрыми промодами и быстрыми секундами. Однако, все бы ничего, если бы не дождь. Трассу сушит. Вот, смотрите, симпатичный промод. На самом деле классов в дрэг-рейсинге очень много, есть небольшие нюансы. Мы только-только начинаем понимать, как что отличать. Вот это, на мой взгляд, это промод. Как проще всего отличить промод от фанни-кара? Они, если смотреть издалека, похожи, но
у промодов есть двери, то есть у них тоже пластиковый кузов, но у промодов есть двери, которые открываются, и пилот физически через эти двери попадает в кабину, скажем так. А что касается фанни-каров, то это цельный пластиковый кузов, который накрывается на эту самую раму. Вот это классический кузов фанни-кара. Есть отверстие под компрессор, есть отверстие под раннеры выхлопной системы, ну и отверстие под передние и задние колеса. Ну, собственно, вот то, о чем я и рассказывал. Это фанни-кар за моей спиной. Обратите внимание, кузов поднят, как будто пасть раскрыта у болида, и они крутят сейчас двигатель. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Обратите внимание обстановку в боксе. То есть справа ребенок играет со своей семьей, а слева ребята крутят мотор. Это большой V8 с компрессором. Как я уже говорил, мощность у них тоже 5, 6, 7 тысяч лошадиных сил, в зависимости от наддува, в зависимости от настроек. И вот там сидит пилот. Пилот садится, и кузовом его так накрывают. То есть, получается, машина съедает пилота буквально. Обратите внимание на диаметр раннеров. Каждый раннер здесь диаметром как полная выхлопная труба на какой-нибудь 500-сильной заводской машине. Здесь каждый раннер такой, раннеров всего, соответственно, 8, потому что они едут на 8-цилиндровых двигателях. Блоки здесь билет, то есть точенные блоки из алюминия, специально построенные для дрэга, то есть это не гражданские моторы, которые усиливают, а это есть специальные компании, которые занимаются производством дрэговых двигателей. А, вот, кстати, смотри. Вот, например, видишь обозначение сверху? TMFC. Это означает Top Methanol Funny Car. То есть это аббревиатура. Мне на самом деле очень нравятся фанни-кары, но с технической точки зрения... WhatsApp. С технической точки зрения, разумеется, это самая мощная, самая крутая техника в дрэг-рейсинге, но также промоды очень интересные, и даже класс Просток очень интересный, потому что в Простоке не такие мощные двигатели, но там гораздо больше работы уделяется шасси. И по итогу Простоки также едут уверенные 6 секунд на четверть мили, хотя у них атмосферные 8-литровые моторы без турбин, без компрессоров, без ничего. То есть у них мощность заметно ниже, но за счет более хитрой подвески, за счет низкой массы они достигают тоже очень серьезных результатов. Мы, наверное, только что прошли где-то 50 тысяч лошадиных сил. Я пытаюсь найти балахон с каким-то изображением, может быть, Хокенхайма, может быть, дрэг-рейсинга, но что-то пока не могу найти ничего стоящего, но пойдем дальше поищем. Надо отметить, что несмотря на тот факт, что заездов нет и дождь, люди находят себе занятия, они ходят, что-то покупают, общаются, кушают. Там мадам в розовой кофте, конечно, в себя поверила конкретно. 3 футболки за 40 евро. О, вот это прикольно. Это вот один из самых, наверное, опасных видов дрэговой техники. Это джеткар. То есть у него нет двигателя внутреннего сгорания, у него стоит газотурбинный двигатель. И, соответственно, вся мощность идет не на колеса, а за счет турбины. То есть реактивная тяга, грубо говоря. И что обратите внимание, что газотурбинный двигатель проходит аккурат рядом с местом, где сидит пилот. Очень страшно на эти машины смотреть. Они извергают пламя из себя. В общем, первый день этапа чемпионата Европы по дрэг-рейсингу коту под хвост с точки зрения заездов, поскольку целый день шел дождь, он буквально час назад прекратился. Организаторы просушили трассу, но не для заездов, а для феерической шоу-программы, о которой ходят легенды. Шоу-программа этапа в Хокенхайме – это целая история, которую мы сейчас увидим. Мы идем сейчас на самые хорошие места и будем смотреть на это, и, разумеется, все покажем вам.
общем, первый пункт был полет самолета Red Bull, высший пилотаж, было очень круто. Второй был джеткар, очень круто. Потом выехали байкеры и водители квадроциклов. Ну, в общем, исполняли они весьма и весьма средненько, и потом выкатили. Они не такие громкие, как Top Fuel, но тем не менее происходит здесь. Комментируя шоу-программу в Хокенхайме, хочется сказать одно слово. О, организация. Пока что самое крутое, что было, это выступление джеткара. Джет был очень крут. Сейчас подъезжает к старту какой-то автобус. Может быть, это джет, а может быть, это просто дрекстер. Я не знаю пока еще. Тишина такая, все замолчали вообще. Ну да, искры. Я бы с удовольствием ездил на таком автобусе в школу, с удовольствием. А сейчас выезжает Top Fuel байк, судя по всему. Слушай, ну, довольно эффектно, я тебе скажу. Папа на перегонке. Давай! К старту подъезжает по правой полосе электро-дрекстер. Позор дрэг-рейсинга. Мне даже интересно, как будет выглядеть бернаут. Будет звук шин, но не будет звука двигателя. Блин, ну что это? Вот это тот самый пример, который показывает, почему Тесла, которая разгоняется до 100 как ураган, никогда не заменит ураган. Вот так и электродрекстер никогда не заменит даже быстрый кузов, потому что эмоции немножко не те. То есть у него сейчас работает двигатель, ну то есть вот он готов к заезду. Что это было? Что это такое? Да, это джет. Ich hoffe, die Fotografen sind alle bereit. Охренеть просто! Просто охренеть! Вот это просто! Да, это вот сейчас было сильно. Закончилась шоу-программа в Хокенхайме. Эта шоу-программа была приурочена к первому дню. В общем, все было, в принципе, довольно неплохо. Нас впечатлил самолет, точнее, даже не самолет, а высший пилотаж в исполнении пилота на самолете Red Bull. Также очень круто было посмотреть на джеты, особенно на парный финальный заезд двух джетов.
Это, напомню, это дрэгстеры на реактивной тяге. И еще очень понравилось Fire Show. В целом нормально, но жалко, конечно же, что мы не увидели заездов Top Fuel'ов. Посмотрим, что будет завтра.